Представители знака зодиака Овен, Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Ноябрь. События на пороге. События с первых дней месяца и 3 главных события. Меня побудило сделать этот расклад на ноябрь, именно где-то сочетание начала ноября и конца октября. Именно планетарные события, которые возможны в нашей жизни, и это будет, по крайней мере, могу предположить, некоторый плавный переход. Потому что планетарно нам как раз и говорят, вот какие-то проблемы, вопросы или то, с чем мы можем столкнуться, могут как раз достичь кульминации в октябре и где-то в течение первых дней, ну или ориентировочно до 20 числа, что-то для нас прояснится окончательно. Или мы какую-то новую стратегию для себя изберем. Поэтому давайте немножко заглянем вперед. При этом будем, безусловно, реалистами. Всегда об этом говорю. Любой прогноз, расклад не расскажет о всех нюансах, тонкостях вашей жизни. Мы предполагаем, вместе размышляем и допускаем развитие альтернативных вариантов событий. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Что-то тут у нас переворачивается. Король Пентаклей. Но тут вам придется соединить некоторый консерватизм, но и вдохновение. Консерватизм нам здорово помогает, когда мы оказываемся, ну, или в патовой ситуации, или когда вокруг какая-то турбулентность. Безусловно, это решение денежных вопросов, решение вопросов по части имущества или дома, может быть, вопросы с банками, вопросы вашего статуса. Тут много таких моментов или пунктов, которые определяют благополучие нашей жизни. Но вот сложновато у короля Пентаклей с вдохновением, поэтому, может быть, как раз уделить своей душе внимание, мои дорогие. Что я имею в виду? Мечта. Она двигатель прогресса, это точно. Не отрицайте того, что бы вы хотели сделать, но пока не видите методов или как вам что-либо осуществить. Если мы мечту сохраняем, наступает неизбежно тот период, когда мы можем как раз, ну, сделать первые шаги. Итак, события на пороге. Какие события будут с первых дней месяца, с первых, то есть вот этот самый переход. И спросим 3 главных события. Я достану 3 карты, чего это может касаться или какой сферы жизни. Пусть нам карты подскажут. И дальше проясним вот то, что нам раскроют карты. Что придет? Что уйдет? Что будет продолжаться? Чем не соблазняться? На что соглашаться? И чего опасаться? Давайте узнаем, что же за события на пороге. Ну, тут как обновление. Безусловно, это новые планы, это новые возможности. Но, мои дорогие, всегда нулевой аркан говорят, вот ты не сглупи. И у каждого здесь какая-то своя составляющая. Давайте немножко раскроем, чего это будет касаться, какой сферы жизни. Я понимаю, у каждого и личная жизнь, и вопросы работы, или вопросы, связанные с переездом. Но, кстати, по нулевому аркану путешествие проходит. И поэтому у кого-то либо поездка сама по конкретному маршруту, либо что-то такое с перемещением связанное может быть. А вот вокруг вас как будто тысячи неопределенностей, какая-то сбивчивая информация. Вы сами где-то будете на начало еще ноября, по крайней мере, да, если мы говорим на пороге, то есть это где-то первые дни, пребывать в некотором, ну, таком, может быть, и смятение. Или когда вы с чем-то не определились. Вот вам определяться явно придется. И здесь, с учетом короля Пентаклей, нужно сделать для себя самого что-то очень правильно и хорошо. А с другой стороны, не отказаться от каких-то своих планов. Может быть, согласовать то, что согласовать сложно. Или определиться по какой-то позиции тоже сложно. По 5 жезлов это информационный хаос, который может в себя включать и фейки, кстати, если мы об информации. 10 жезлов говорит еще и о том, что ты ту работу, Овен, которая
для тебя не так важна. Или будем говорить, это рутина в первую очередь. Но вот ты как будто в это не углубляйся. Твоя задача определить какие-то свои приоритеты. Что тебе сейчас первоочередно важно решать, делать и туда направить собственные силы. Что это еще может быть? У кого-то дела, работа, бизнес и деньги, правда. Вам как будто нужно отсечь, мои дорогие, события на пороге. Вам действительно что-то нельзя оставить на потом, именно по той причине, потому что вы упустите время, понимаете? И посмотрите, две карты, которые говорят о каком-то сумбуре, о какой-то путанице, о том, что вы можете переключиться на решение каких-либо вопросов, а это дорога в никуда. Вы потратите зря время, а вам нужно определиться, потому что в конце третья карта, карта будущего, вы себе как план минимум и план максимум, должны составить это для вашего благополучия, имеет большое значение. Или по тройке жезлов это своеобразный якорь, когда мы приводим в баланс многие вопросы. Но есть и обновления, если мы говорим в планах ваших, или пусть это касается даже личной жизни, или конкретной поездки, переезда. Но здесь тоже больше конкретики, больше ясности. И если мы говорим про вдохновение, да, король пентаклей, по тройке жезлов это мы как раз идем за своей мечтой. Вот такие события на пороге, я бы сказала, мои дорогие волны, судьбоносные. И что же там будет с первых дней месяца? Ага, рыцарь кубков, хорошее настроение. Правда, тут чем-то можно вдохновиться. Прекрасная карта для вдохновения, для какого-то душевного подъема, кстати, для новых отношений или обновления в уже существующем союзе. Но эта карта не говорит, что мы можем на чем-то основываться или базироваться. Нас приглашают на короткий момент как раз добавить себе позитивных эмоций и где-то в вопросах чувств не забегать пока вперед. Значит, еще будут какие-то перемены и изменения на протяжении ноября, когда вам в каком-то вопросе, теме больше ясности наступит. Поэтому себя не подгоняйте, не думайте, что может быть даже какой-то такой, или в чем-то есть какая-то приятность, безусловно. Это будет продолжаться бесконечно. Нет, нам говорят, что вот на этом периоде времени для тебя, Овен, на начало ноября, на середину ноября будет важна именно, как задачи собственной души. Или собственные где-то желания. Кстати, личная жизнь конкретно, вот если мы по сферам говорим, здесь карты нас к этому оборачивают. Здесь могут быть подарки, кстати, события с первых дней месяца. Или какие-то приятные предложения, приятные знакомства по части личной жизни. Давайте немножко раскроем. И три главных события. Девятка пентаклей, деньги, самодостаточность, вопросы заработков. Откуда к вам приходят деньги? Вот это будет в центре вашего внимания. По этой карте вы можете изменить кардинально свою какую-то составляющую, каким образом вы будете зарабатывать в будущем. Или, может быть, согласовать что-то с банками придется. Вообще, это карта уверенного спокойствия. Когда мы уверены в сегодняшнем дне и в дне завтрашнем. Поэтому предпосылки у вас будут. Самое главное увидеть или, может быть, перевести ту работу, которую или то ваш как статус на начало ноября или на конец октября в какую-то более уверенную, прочную позицию. С учетом, опять же, может быть, новых событий или открывшихся новостей, каких-то тайн. Не исключаем, все-таки за период до конца года мы можем как раз узнать что-то такое, что мы где-то не предполагали. Но это, повторюсь, карта уверенного спокойствия и самодостаточности. Хорошо. Второе событие. Шикарно. А вот перемены какие-то. И вы не можете быть опрометчивым, мои дорогие. Более того, эта карта предполагает успех. Но она также предполагает, что мы вот эту рулетку судьбы прочно держим в собственных руках. Тут нельзя проблагодушествовать. С другой стороны, ведь это карта скорости. И значит, если мы подумаем, что завтра я с чем-то определюсь, а вот завтра раз и момент упущен.
И где-то нулевой аркан о том, что решение принимать какое-то точно придется. Это могут быть и, конечно, события, те, которых мы не можем изменить. Всегда по старшему аркану это обстоятельства на нас влияют. Значит, будет что-то, как вам придется это учитывать. Есть вещи, которые мы можем как раз-таки скорректировать, но есть и то, что не поддается коррекции, а мы должны себя, возможно, на что-то организовать. Или, мои дорогие, меня смотрят люди из разных стран, адаптироваться к какой-то новой ситуации. Давайте посмотрим третье событие. Знаете, есть те вопросы, действительно, или это как состояние между прошлым и будущим, когда вы понимаете, что да, прошлое, оно пытается от вас оттолкнуться. Если я буду действовать как прежде, я ничего не добьюсь. Восьмерка мечей. Нам о чем? А карта внутренних страхов, внутреннего сомнения. Когда мы можем вот словно отгородиться вот таким невидимым забором из мечей, когда... Ну, вы решительные люди, но все же жизнь-то наша тоже не бывает полностью предсказуема. И абсолютно даже для сильного, для мудрого, первый шаг в неизвестное. И это где-то подтверждается нулевым арканом. Всегда бывает очень сложно осуществить или решиться на него. Поэтому вам просто может помешать какой-то период, который идет через сомнения, и он вас вынуждает ограничивать себя. Искусство мелких шагов нам помогает. Но как третье событие, это могут быть какие-то совершенно пустые догадки или какие-то предположения, которые, кстати, не говорят об интуиции. Восьмерка мечей – это не об интуиции, а это когда мы устроили себе какую-то ненужную глубокую философию. Ведь посмотрите, более чем конкретные карты. Как будто все стоит, мои дорогие овны, у причала каждого дня. Увидеть реальность. Давайте мы немножко раскроем, чего это может касаться. Вопросы вашего дома, вопросы, связанные с переездом, десятка пентаклей на кону. Может что-то очень важное стоять. Или вопросы личной жизни, вопросы семьи. Но ведь это одна из самых благополучных карт. Хорошо, а почему тогда, в каком контексте вот это все, что здесь? И вторая карта победителя выпадает, мои дорогие овны, да у вас сильная позиция. Значит, тут скорее вам придется что-то совместить, как уже и прежние наработки сохранить, так и открывающиеся возможности. И, может быть, подойти к какому-то делу, неважно чего касается, личной жизни, деньги, работа, творчество или бизнес, подойти с той позиции, что вот уже прямо вот в каком-то прежнем контексте не будет продолжено. Или система изменится. И правда, мы в эпоху Водолея можем узнать о том, что меняется какая-то структура, меняется система. А что такое система-структура? Это значит, повлечет за собой изменение законов каких-то положений, правил, регулировок. И нам приходится свой дом буквально, свои какие-то победы, финансовые возможности адаптировать к новым условиям. Может быть, какие-то новые системы расчета, мои дорогие. Правда? И вот, кстати, по части финансов Уран у нас в Тельце. Почему? Ну, где-то астрологи всегда говорят об этом периоде, что будут изменения как раз по финансам, поскольку Уран в Тельце, и он до конца января будет в ретро-движении в Тельце, а уже февраль-март это будет больше какой-то конкретики, во что это выльется. То есть Уран останется в Тельце, но это уже поменяется на прямое движение. И системы взаиморасчета, возможно, по части валют, тоже нас всех ожидают. Потому что у вас выпадает как и благополучие, так и конкретно деньги, ну, ваши действия. И еще одна нам карта говорит о том, что ты не должен застревать словно в какой-то ненужной философии, оглядываться назад. По пятерке кубков всегда какие-то наши поражения. И вот мы останавливаемся и буквально боимся, что повторится какая-то грустная история, которая была прежде. Да, не сглупить нужно, но и останавливаться как будто тоже не время, мои дорогие. На кону у вас важное что-то. Поэтому будьте дипломатами, сумейте в своей жизни что-то уравновесить. Хорошо, идем дальше.
Что придет, спросим. И у нас приходит королева жезлов, эта карта нам как раз больше говорит о том, что какой-то опыт предыдущий, проб и ошибок, он уже пройден. И именно этот опыт именно заставляет, с одной стороны, себе не навредить и правильно проработать какую-то услышанную информацию, правильно, может быть, определить, что есть по закону, мои дорогие, подумать, какие-то новости я могу применить к себе, к моему теперешнему положению, к тому, что я хочу в дальнейшем осуществить, и для себя разработать новую стратегию и тактику. Королева жезлов, жезлы, кстати, это ваша энергия огненная, это намерение, это желание. И эта карта говорит о том, что дела, работа, бизнес и деньги. Почему? Потому что королева жезлов умеет правильно распорядиться с деньгами. Вот для вас такие энергии совершенно необходимы. Поэтому что придет? Вот возможности сами по себе приходят. Но карта говорит, что мы храним молчание, как ни странно. И пусть это в этой колоде нам изображена, ну, как жезлом, с посохом королева, а в большинстве классических колод всегда присутствует черный кот. Это он нам о чем? О том, что мы не распространяемся о своих тайнах. Вы можете кому-то что-то проболтаться, и вот это ваша идея, это она пойдет гулять, где-то кем-то обсуждаться, и это вам тоже может помешать, кстати. Храните молчание, мои дорогие овны. Здесь мы никому ничего не обещаем, потому что мы не должны себе навредить. И, кстати, будьте аккуратны с какими-то документами, подписаниями важных бумаг, которые так или иначе сводятся к финансам. И об этом нам тоже где-то говорит карта. Себе не навредить, это будет важно. Хорошо, что же тогда уйдет? Колесница. Вот смотрите, перемены как будто есть 3 главных события. Значит, что-то изменится. И после я могу предположить, если мы говорим о периоде ноября, то значит неизбежно будет где-то 2-3 недели после каких-то перемен или, может быть, событий в вашей жизни, когда может наступить либо своеобразная пауза или передышка. И это время нам будет дано именно для того, чтобы вам будет дано, мои дорогие овны, для того, чтобы вы адаптировали вот те условия сложившиеся или сами сумели адаптироваться к чему-то. То есть нам показали, что да, быстрая смена событий, она будет. Но вот этот драйв, он как будто не бесконечен. Будет и тот период, когда вы сможете, как раз и он будет вам дан, для того, чтобы, ну, не расслабиться, отнюдь нет, а вот те вот новые сложившиеся обстоятельства, условия, информацию переложить во благо самому себе. Что же будет продолжаться? Император, ваша карта. Мне нечего добавить. Это как могут бы продолжаться согласования в высоких инстанциях, ну, где-то на последующий период ноября, если мы говорим, к примеру, с середины месяца до конца месяца. Хотя, понятно, все сроки условны. Может быть, и в целом где-то на протяжении ноября вы вынуждены отправиться к начальству, может быть, к своему по работе, к руководителям, может быть, к высоким чиновникам, представителям власти. Может быть, вам одновременно придется и узнавать, как правильно оформить тот или иной документ. Ведь по карте император мы уважаем власти. Знаете, тут ваша энергия, это ведь ваша карта. Поэтому это может где-то свидетельствовать о том, что захочется настоять на своем. А мы говорим, уважайте власть. И тогда власть уважает вас. У вас сильная энергетика. Но и против закона или против системы вам нельзя идти, мои дорогие овны. А как раз совместить у вас все козыри в руках. А вот как вы этим распорядитесь, это уже будет зависеть от вас. И я хочу немного прояснить. Вот конкретно чего опасаться? Сильная же позиция. Все то, что я озвучила, оно имеет место быть. А что еще?
А вот примите во внимание, что действительно вам дается период какой-то, как я сказала, передышка для того, чтобы провести важное согласование или для себя стабилизировать какую-то обстановку или наметить какие-то новые планы. Но по карте Луна могут, кстати, проиграться как раз вопросы, связанные с вашим жилищем, или с вашим домом, или с вашей личной жизнью, или с близкими, или родственниками. Но есть какое-то взаимодействие, когда вам больше понимания нужно внести. И здесь самому себе не навредить и одновременно принять во внимание, что где-то придется подождать. Поэтому, к примеру, карта Император. Не настаивайте, вы что-то хотите сделать быстрее. Или вы хотите сделать сейчас уже, получив результат, документ, чтобы знать, что да, я этот вопрос закрыл. А нам ведь где-то и рыцарь кубков тоже говорил, ты подожди, ты тут не торопись. Потому что ты что-то стабилизировать на долгий период. Нет, ну не получится. Жизнь, может быть, обстоятельства таковы. Могут быть перемены, кстати, в каких-то структурах даже. Чиновники могут тоже меняться. И кто знает, может быть, как-то ситуация раз так вот поворачивается и вам во благо. Но вы пока это не видите. Карта Луна. Это еще 1000 каких-то неопределенностей. Поэтому на чем-то не упорствуйте. Но и себе не навредить, это точно. По аркану Луна мы выбираем место нашей безопасности. И будьте готовы к тому, что от чего-то вам придется либо отказаться, карта трансформации, и самое главное, что-то не жизнеспособно. 13-й старший аркан смерти. Надеюсь, все понимают, что это не про смерть, а конкретно про трансформацию. Да это своего рода отказ. Добровольный, мои дорогие, отказ, потому что что-то не будет продолжено. Или вам придется где-то, у каждого ведь разная задача или разные намерения, что вы хотите осуществить. Может быть такой очень двусмысленный вопрос, когда вам не придется вот по-своему сделать что-либо на 100%. И тогда, мои дорогие овны, значит, будьте готовы подвинуться несколько или рассмотреть какой-то как раз альтернативный вариант. И он будет в себя включать то, что, от чего вы откажетесь, одним словом. То, что никаким образом, ну, как будто не продолжается. Будьте внимательны. То есть, но не все происходит в нашей жизни ровным счетом, так как мы бы этого хотели. Но, может быть, у вас выпадает аркан Император. Значит, каким-то образом есть для вас благо. Понимаете? И вы можете не видеть как раз, что для вас вот это благо в вашем отказе. Поэтому альтернативные варианты развития событий нужно учитывать. Что я имею в виду? Имейте время для того, чтобы совершить важный маневр, словно отступив полшага назад, время на подумать или время на то, чтобы что-либо скорректировать. Что будет продолжаться? Это изменение вашего статуса. У кого-то это может говорить об изменении статуса в личной жизни, и у каждого по-своему. Или решение каких-либо вопросов по согласованиям в высоких инстанциях. И значит, придется что-то согласовывать, где-то самому быть более гибким, потому что по аркану Император всегда имеет значение цель. А вот варианты достижения этой цели мы должны корректировать. Мои дорогие овны, будьте где-то внимательны. Итак, чем не соблазняться? Тройка кубков. Ну, каким-то таким вариантом личной жизни, когда третий лишний, или любовным треугольником. Тайное становится явным, мы уже говорили с вами об этом, и как раз до конца года тут вот тайны какие-то и могут всплыть. Или когда не получится просидеть на двух стульях, вам придется делать выбор, на что соглашаться. У кого-то буквально эта карта отшельника. Это ваш личный план. Или для кого-то из вас это ваше как творчество, это может быть и хобби, которое вы желаете монетизировать. Или это какой-то ваш внутренний ресурс. Это вообще карта говорит о чем-то более духовном. И, скорее всего, вам придется соединять возвышенное и земное. Вам никто не мешает, мои дорогие. И если мы спросили, на что соглашаться,
Какой-то путь вам придется пройти в одиночку. Какие-то вопросы вам придется согласовать вот именно вам, в одиночку. И рассчитывать нужно на себя. Но нам о чем говорит эта карта? Будьте мудры, себе не навредите. Вам придется совместить, возможно, несовместимое. И слушать свою интуицию. Интуиция – это у нас что? Интеллект и прошлый опыт. Прошлый опыт помогает не повторить какие-то прежние ошибки, а интеллект идти вперед. Вот такие две составляющие, на что вы должны соглашаться. Иными словами, то, что способствует вашему прогрессу, то, что способствует осуществлению ваших планов. И, мои дорогие, где-то идет в коррекции с законами или допустимо по законам, по каким-то положениям или по правилам, регулировкам, которые присутствуют в обществе, в котором вы проживаете. Давайте мы узнаем, чего же опасаться. Когда вы что-то оставите на потом, прекрасная карта баланса. Понятно, что баланса мы не опасаемся. Часто как раз мы на импульсе, и нам этого не хватает баланса, да, мои дорогие овны. Ты опасайся того, что ты где-то можешь, к примеру, замедлиться в тех ситуациях, когда тебе придется действовать. И наоборот, ты можешь ускориться там, где будет какая-то очевидная пауза из-за того, что обстоятельства именно так сложились. Мы с вами говорили, проживайте каждый день в реалиях этого дня. Все будет стоять именно у причала каждого дня. И, видимо, разделять собственный импульс с какой-то реальностью вам придется. Не перепутать активность или период активности с тем периодом, когда придется именно призвать в себе спокойствие. Чего это может касаться, мне искренне интересно знать. А вот смотрите, тут выпадает туз кубков. Это какая-то личная история. Вы можете поставить на паузу, вот я конкретно скажу, свою личную жизнь. Или вы можете себе, как какие-то ненужные барьеры, конкретно вверху у нас карта выпадает, 8 мечей, мы с вами сказали, что это внутренние страхи. Так вот здесь вам словно, знаете, какой-то союз, как, провидение может предлагать с каким-то человеком. Может быть, это и дружба, которая в последующее время перейдет как раз в этот прочный, надежный союз. А вы хотите определиться теперь. А человек действует осторожно. Может быть, он в других энергиях. И вот вы где-то своей горячностью, настойчивостью, а потом вы можете принять решение. Все, я завершаю. Потому что вот сейчас что-то не соответствует моим желаниям. Или поставить на паузу. Именно из-за каких-то внутренних неправильных предубеждений. Поэтому не ищите черную кошку в темной комнате и не устраивайте себе философию. На кону счастье может у вас стоять. И поэтому правильно собственную активность как минимум распределить. Здесь будет очень важна активность, именно большие дела, работа, бизнес. И то, мои дорогие, все равно, наверное, задавать себе вопрос, что я сейчас должен поставить именно во главу угла или на первое место, какую-то свою активность или наоборот вот этот самый баланс. Вам на протяжении ноября явно придется какие-то события, вам как пространство, вселенная дает возможности, а вы или из-за импульса, или из-за какой-то паузы буквально вот так можете от чего-то отказаться. Как будет важно не погорячиться, по карте император мы с вами говорили, также будет важно от чего-то и не отказаться. Вот королева жезлов, мы об этом уже с вами говорили. Она думает, она как-то обдумывает эту информацию или какое-то свое положение. И никому ничего не говорит, может быть и правда, какую-то нейтральную позицию или маневр вам нужно будет уметь совершить. Давайте я еще одну карту достану. Ну вот посмотрите, у нас тут как будто рыцарь мечей. Я вам назову, как это звучит карта, пусть не в этой колоде, но хорошая характеристика, бунтарь без причины. Вот мы можем без причины бунтовать.
И характер, так надо сказать, может соответствовать. Конечно, мы все разные. А можем и упустить как раз вот по тузу кубков возможность договориться, сгладить острые углы, сохранить какую-то дружбу или союз. Да, пусть не со всеми. Есть, может быть, те персоны, когда мы для себя должны прояснить и найти правду. Вот вам через правду, как открывается истина, быть честным самим собой. И, видимо, в вопросах дела, работы, бизнеса, деньги совершенно не эмоциональным. Вот таким был ваш расклад, мои дорогие овны. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.